Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, и сегодня к нам приехал наш амбассадор из города Ярославль, это Катерина Королевишна. И сегодня мы вам покажем процедуру от начала, от отрисовки эскиза и до самого конца. Вот все нюансы и детали Катя расскажет нам сегодня подробно о процедуре на губах. В первую очередь я обрабатываю поверхность губ. Мы протираем их зеленым мылом, смываем жирный налет все. И приступаем к эскизу. Эскиз я рисую консилером и двумя кистями. Получается, ты наносишь на руку, чтобы не пользоваться общей кисточкой, кисти обрабатываешь потом, да? Ну, консилер для меня это густая тоналка. И нужно выбирать с максимально сухой, концентрированной текстурой, чтобы он не размазывался, когда мы будем уже переносить эскиз на кожу. Вот. У меня марка Catrice, он достаточно недорогой, может рублей 300. А ты подбираешь разные цвета под разную кожу или берешь самый светлый? Я беру самые светлые. Чтобы контраст был, да? Да. И что я делаю? Кисть плоская и такая уголком. Да, сначала мы берем плоскую скошенную кисть, мне удобнее ей работать. И я закрашиваю все, что не губы. Я ориентируюсь на поры, пушковый волос. Все это дело я просто закрашиваю. Ты как бы усиливаешь яркость лица, да, кожи, вот этот цвет свой все. Да, я делаю контраст, максимальный контраст между красной каймой губ и кожей. И очень важно, чтобы получался достаточно четкий ровный контур. Я кисть ставлю на краевую и оттягиваю от себя. Угу. Поэтому кисть плоская, да? Да. То есть у меня уже сам получается достаточно четкий ровный контур. Ну и натягиваю, конечно же, кожу, потому что если без натяжки я поведу, получается рваная, размытая линия. Поднатянула, поставила, отвела. Получается, ты лежа рисуешь, сидя проверяешь форму и симметрию потом. Да, рисую лежа, потому что если это делать сидя, во-первых, я начинаю закрывать себе свет, во-вторых, руку держать на весу при отрисовке тоже не очень комфортно. Ну и, конечно, сразу же нужно размазывать плавно на кожу этот консилер, потому что бывает, когда где-то большие сгустки его, визуально симметрию оценить тяжелее, потому что он оттягивает на себя все-таки внимание. А ты будешь губы заполнять каким-то цветом? Нет, губы не заполняю, потому что, зачем вообще лишние хлопоты, да. Так, а эта кисть у тебя как стерка работает? Это как стерка, да, я макаю просто в мыло и ей подтираю аккуратненько. И таким же образом я прохожусь и нижнюю губу. При эскизе еще очень важно, чтобы нижняя и верхняя губа сходились в одной точке, вот здесь вот в складочке. И именно прям вот в саму складочку губы у нас заходили, забирались. Бывает, когда клиент возрастной, и складочка, она как марионетки когда, да? Да, продолжается. То есть нужно оценить, где именно у нее смыкается сам рот. У клиентов нету проблем с пониманием цвета, формы? Бывает у клиента проблем. Как ты объясняешь, какой будет цвет? Ты, кстати, пробовала уже? Нет, наверное, еще наши вот эти гели пробовала? Нет, еще нет. Вот по подбору цвета. Но, получается, его надо пробовать, по идее, перед тем, как ты начнешь отрисовывать, чтобы выбрать цвет, а потом стираешь и рисуешь уже вот в своей вот этой удобной технике для себя. Я еще не люблю прям до конца гарантировать клиенту цвет, потому что, я знаю, что один тюбик краски на 10 он все-таки по-разному заживет. Ну да, получается разный нажим, разная плотность, разный цвет исходника, это понятно, но просто чтобы определиться, холодный, теплый, я тебе дам с собой попробовать.
Или ты вообще не даешь выбора Я- клиентам? Нет, как бы когда клиент вообще не знает, не понимает, что он хочет, ну, подбираю я и подбираю какую-то нейтральную гамму, ну, и визуально я уже понимаю, там, на ком какой оттенок получится, ну, приблизительно. А так мы просим клиента принести самую какую-нибудь любимую помаду, с которой ей комфортно всегда, и на основе этого цвета замешиваем какой-нибудь оттенок. Ну и в принципе все. Сейчас я буду ее сажать и именно делать уже симметрию и оттачивать красивую, максимально четкую форму. Подгонять, да, будем долепливать красивую форму губ. И вот мы клиента посадили, я уже что увидела, да? То есть клиент лежа и сидя, это два разных лица, что вот здесь вот форма губ, углы, они как бы выпали, их охота подсобрать, иначе, да, такой обиженный, да, рот получился. Я вот здесь вот прям вот их подбираю, губки. Вот подзавела, и сразу такая аккуратная форма получается. И с этой стороны то же самое. То есть я понимаю, что губа, она как бы кайма идет, ну, выступает еще на миллиметр, но мы должны смоделировать красивую форму. Так, вот здесь смотрим арку. Здесь у меня идет центр где-то. И в него подзаводим уголочки губ. Я проверю себя еще в конце через телефон. То есть, когда я смотрю глазами, и мне прям уже все нравится, я довольна, я все-таки себя перепроверяю через фотографию. И вот сейчас я подтираю второй кистью, я ее смачиваю. Для меня предел вот в этих всех подтираниях формы, это когда я начинаю видеть поры. То есть на поры мы никогда не должны выходить. Максимум там полмиллиметра, миллиметр, когда мы какую-то исправляем асимметрию. И очень важно, чтобы вот эта контурная линия, граница консилера и губ была максимально четкая. Так, ну в принципе вот сейчас мне пока все нравится. И что я делаю? Мы просто делаем фото. Я выставляю телефон максимально горизонтально к плоскости. Расслабляемся. Клиент, бывает, начинает позировать в телефон, когда видит, что я ее снимаю. И просто через сеточку я стараюсь уголочки губ выставить, ну, примерно на одну линию. И начинаю смотреть по форме. То есть, бывает, в телефоне мы видим какие-то изъяны. Вот я вижу, вот эта сторона чуть попухлее. То есть верхняя губа, все отлично. Так, и сейчас я должна понять, либо мне здесь убрать, либо мне здесь добавить. Ну, опять же, я смотрю просто на поры. Могу ли я вылезти? Вот здесь я немножко подсотру. На нижней губе у нас все-таки есть, ну, запас немножко вылезать, потому что здесь зона в тени, и как бы все эти выходы за контур, их особо не видать. На верхней их видать всегда, потому что здесь падает свет, идет вот этот рельеф. И это всегда очень видно. Ну вот я, в принципе, подтерла. Ну и все, мне все нравится. Давайте поулыбаемся. Ну вот прям смело улыбнитесь. С зубками теперь. Мы должны все посмотреть, как работает мимика. Так. Ну, в принципе, и в улыбке тоже губы смотрятся адекватно, никуда их не уводит. Расслабляем. Верхние вот эти бантики. Ну, это редкий такой запрос. Крайне редкий, я думаю. Мало кто будет это... Нет, я не люблю вот эти вот острые губы.
Я за гармонию. Даже бывает клиент приходит, и бывают клиенты, у которых реально вот сами губы вот такие острые, и они еще вот так вот раздвинуты, то есть вот эти колонны фильтрума широкие, мы пытаемся их сглаживать. Ну, я считаю, вообще на лице должны быть только мягкие плавные линии. Зачем вот это? Вот посмотрите ваши губки. Нравится? Форма. Да, четко. Может, какие-то пожелания? Вообще, обычно какие пожелания я единственное с губами слышу, это они хотят арку или более выраженную, или более мягкую. И как мы это добиваемся? Просто вот этот уголочек двигаем выше, ниже, все. Если они хотят более контрастную ее по форме, я могу опустить, и она сразу такая, оп, более яркая получается. Цвет. Вот клиент попросил что-то такое поярче, посочнее. Ну да, я не крашу губы, поэтому было хорошо. И я думаю, что я возьму вообще основной 205. У меня вообще любимый цвет. Но мы здесь имеем вот эти вот белые гранулы Фордайса. И я бы их еще подвыровнила. Другим цветом, да, немножко под ложку бы сделала, потому что есть уже какой-то остаточек, такой тепленький достаточно. Углы все сходятся в одной точке. Ну, в принципе, все. Я показала Кате новую палитру, и она выбрала сразу 4 цвета, и она сейчас расскажет, почему и на какие зоны каждый будет использовать. Ну, изначально, как мы уже обсудили, у нас здесь есть гранулы Фордайса, вот мы их видим. И я бы хотела выровнять вообще фон, потому что иначе по заживлению вот эта разница, она все-таки как-то может о себе намекать. И я постараюсь намешать максимально похожий цвет с исходником, да, вот с этой вот красной каймой, какая у нее она есть. Мы выбрали 2 вот таких оттенка, то есть коричневый. И к нему я немножко налью вот этого тепленького оттенка, потому что остаток старого перманента, теплота, она все-таки виднеется мне. Вот. Наша задача сделать губы натурального цвета, да, и просто чтобы не было видно дефектов и четкая была форма. То есть такая у нас задача сегодня. Угу. И на основной цвет темно-алый мы смешаем и щербет. То есть я взяла такой достаточно нейтральный оттенок, яркий, интенсивный, но в чистом виде мне не хочется им работать. Все-таки мы стремимся к какому-то спокойному результату, и поэтому мы сюда нальем пигмент с белилами. Тоже достаточно нейтральный. И в то же время кроющий. Там, где белила, это всегда... Да, то есть белила для чего мне нужны? Чтобы был равномерный и достаточно плотный закрас. А какой будет у тебя поочередность действий? То есть сначала фиксируешь контуры Фордайс, а потом основной цвет или как? Да, я сначала сейчас переношу контур на кожу, потом закрашиваю вот этот вот небольшой дефект и дальше основным цветом закрашиваю все губы. Понятно. Сейчас я буду работать, переносить контур аппаратом короткоходом. В принципе, это может быть любой аппарат. У меня это Leux. И иголку я беру 0,25. То есть... Это именно для контура, это особенность какая-то, потому что почему? Ну и для контура, чтобы он был максимально тонкий и легкий. Ну и закрас я тоже делаю 25 иголку. То есть на сегодня максимально я использую на губы там 0,30 иглы, но это вообще очень редко, и то, когда это какая-то грубая, плотная кожа. Понятно. Твоя любимая игла 0,25. Контур короткоходом, один там, посмотрю, может 2 прохода короткоходом, а дальше я доделаю весь закрас машинкой с ходом 3,5, ну 3,5. То есть ты на одной процедуре работаешь 2 машинками и иногда 2 иглами, да, получается? Так, начинаем. Ставим пальчики так, чтобы не размазывать эскиз, аккуратненько. Это всегда нижняя губа у тебя, да? То есть я натягиваю, расправляю кожу и второй рукой мизинчиком опорным я нажимаю, и вот губа прям вот мне видна становится. видна, да.
Легонько замахиваемся. Вот я почувствовала, я вошла в кожу. А вообще этот консилер, он стойкий довольно-таки, да? То есть так его легко не сотрешь. Или Ну вот я сотрешь? специально выбираю, который сухой. Мгм. Они есть маслянистые, что поставила пальцы, там даже через час и пальцы поплыли. Мгм. А этот нет, он прям стоит. Но опять же, начинающие мастера, вот я даже ученикам говорю, еще фиксировать пудрой, прозрачной пудрой. А, да. Это хороший способ. Мы перенесли контур на нижнюю губу. Я проверяю везде, есть ли у меня контурная линия. Она не должна быть какой-то яркой, четкой. Просто тоненький, легкий контур, чтобы по заживлению он не был виден и не отличался никак. Я проверяю везде прокрас. Все видно, да, и в принципе теперь я могу переходить на верхнюю губу. Здесь я аккуратно стараюсь ставить пальцы. Снова я сделала натяжку. Я не ставлю на сам контур пальцы, чтобы не размазать, не испортить контурную линию. Я ставлю рядышком, положила и раздвигаю их. А еще обращу внимание, что она сразу повернула к себе голову. То есть должно быть хорошо видно, да, освещено. Хорошо видно и должно быть удобно сидеть, во-первых, чтобы не перелезать через клиента. И всегда рабочая плоскость должна быть, параллельно. Горизонтально Да. освещена хорошо, видно хорошо, да. Я расправила уголочек и также аккуратненько начинаю замахиваться над кожей. И вот я чувствую, что я коснулась и пошла. По миллиметрику я двигаюсь вперед. То есть наслоение и перемещение моей руки, оно буквально на миллиметр. Небольшой участок покрасила, проверяю. В принципе, контур я снова вижу. И очень важно, когда вы проверяете контурную линию, также кожу натягиваем и протираем. Чтобы легко стереть и четко было, да? Чтобы было четко и не размазывать, не делать грязь. А сами штришки, они у тебя один на один накладываются? Вот эти Они, маленькие? да, они меленькие, они наслаиваются один на другой. То есть из предыдущего вылезает следующий. И ты, получается, не все время в коже, а напыляешь, да, по сути? Я напыляю, да, я прям вот топчусь. И работаешь без анестезии всегда. Фиксация, да, без анестезии, это, по мне, это вообще не больно и можно пережить спокойно. Игла тонкая. Мне кажется, чем меньше игла, тем она и легче по ощущениям. На себе пробовала? Да, как же. Анестезию я буду применять после первого прохода. То есть я и первичку не использую и не трачу на это время. Я сейчас открою кожу и нанесу анестезию. А первичку используешь вообще, в принципе, на веки, например? На веки, да, всегда. На брови, на волоски только. На губы очень редко я использую первичку, когда клиент, прям очень-очень чувствительный. Кстати, вот здесь я хочу обратить внимание, я перешла к арке. Здесь очень важно ее из первого раза и прям вот четко-четко зафиксировать. Я завожу линию в уголочек. Видно, я зашла в губу. Ага. То есть я не тормознула вот здесь на этой точке пересечения, я зашла, потому что бывает часто теряется именно вот этот момент Соединение в контуре, вот этих да, двух полос. если тут получится пробел, то есть я могу потерять какую-то долю миллиметров там в этом стыке, и губы, грубо говоря, будут у меня кривые. А слушай, а если ты сейчас потеряешь вторую линию, то у тебя съедет бантик, получается, в сторону. Просто ты уверена в себе, да, и применяешь. Да, я ничего не потеряю. И вторую арочку я начинаю фиксировать. Вот я снова расставила пальцы, вывернула к себе контур. Я даже могу вот такой валик создавать. Ну, это что прям натянуто было, локально это место где-то. И прямо из губы я начинаю замах. И захожу в арочку.
То есть у тебя там такой как бы крестик образуется, да? Да, и я не боюсь, что там по заживлению как-то ботулу видно. Нет, он сольется с общим фоном губ. А вот этим короткоходом прокрасить все губы будет неудобно, получается? Нет, очень много губ я именно им и крашу. Кстати, вот здесь очень чувствительная зона. Я прям чувствую, она напрягается. Ну, всем клиентам я просто говорю, что здесь немножко надо потерпеть, потому что арка, она чувствительная и с анестезией, и без нее. Так, сейчас я проверю снова цвет. Сразу же. Вот, все, я вижу у меня. Контур есть. Я слежу за кончиком иголочки. Так. Рисует, не рисует, ты имеешь в виду? Или что? Чтобы он просто шел прям вот по контуру. Кстати, когда рисуют, допустим, только контуром губы, эскиз сам, и контур разной толщины, и мастер начинает путаться, по какой части идти вот этой вот линии, по нижней, по верхней, да, это усложняет. Поэтому либо закрашивать полностью, чтобы не смущаться и идти чисто по границе, либо вот как у тебя тоже граница белого и цвета губ. Да, но граница вот как раз должна быть максимально четкая. Это надо тоже научиться, наловчиться делать. Я захожу в уголочек, двигаюсь на себя, чуть-чуть замедляюсь. Так, про уголочки давай. Они соединяются в той точке, где ты отрисовала эскиз, да? И там тоже это хорошо видно. А если бы щека нависала, ты как раздвигаешь? И Раздвигаю, максимально стараюсь расправить кожу, потому что бывает в уголках. Во-первых, она очень тонкая, и можно заглубиться, да, и получить кляксу. То есть глубину кожи я должна контролировать. Во-вторых, очень хорошо нужно это все дело расправить. Потому что если плохая натяжка, контур может ложиться тоже тяжело и проблематично. Вот я прошлась, проверила. Ну, все у меня есть. Контур в коже. И сейчас я проверю контур по всей границе верхней губы. То есть если где-то у меня будет пробел, я его просто доработаю. Как я это делаю? Просто в влажный диск смочила палочку, натянула, стерла, натянула, стерла. Моя цель это максимально тоненькая контурная линия. Ну, в принципе, она есть, я ее везде вижу. Теперь мы все это дело стираем. И, кстати, вот на этом этапе, когда мы уже перенесли контур, бывает даже я показываю клиенту, очень видно вот эти вот пробелы все, сколько губ она визуально уже не видела. Угу. Но это с возрастом обычно отодвигается цвет как бы от периметра, да? Ты это имеешь в виду? Да. Для какого-то удобства в работе, особенно если мы используем светлый оттенок, можно взять сустаин и пройтись, положить на контур, чтобы еще больше он был нам виден. Чтобы кожа выбелилась. Угу. Да. Ты работаешь с сустаином, получается. Да. Вторичная анестезия, сустаин. Так, ну и сейчас я буду закрашивать вот эти вот гранулы. Вольтаж я пока не меняю, у меня также 4,2. Сейчас я буду открывать кожу. Так, берем первый пигмент, коричневый. Так, ты промыла носик, взяла другой цвет и работаешь по гранулам теперь только, да, локально? Только по ним, где я их вижу, вот еще и на нижней я увидела, тут в уголочках есть. Натягиваем, расправляем кожу. И такими легкими движениями параллельно коже я двигаюсь. У меня достаточно быстрый мах.
А штрихи где-то длиной, ну, там, 8-10 миллиметров. Так, у тебя сейчас задача не прокрасить, а повредить кожу, чтобы сработала анестезия, получается? Ну, задача закрасить гранулы. Ну и да, одновременно я повреждаю кожу, но я пока не буду сейчас еще наносить анестезию. Анестезию я сделаю после первого прохода уже основным цветом. Ну, кстати, там ближе к слизистой самое нечувствительное место должно быть на самом деле. Ну, это все терпимо, я считаю. А еще очень важно в работе, да, я переставляю пальцы и могу ставить пальцы на зону, где уже лежит пигмент, чтобы мне не разводить грязь, да, не пачкаться. Я просто сухим диском всегда вот протерла, отвела от себя пигмент. А я даже не наношу, вот, кстати, анестезию сейчас на этом этапе, чтобы мне видеть натуральный цвет губ, чтобы она мне ничего не выбеливала. Ну, это, кстати, оценить. да, хорошее замечание. Оценить, где вообще нужно работать. То есть пока ты не прокрасишь гранулы, ты не пойдешь, не перейдешь к другому цвету, не будешь наносить анестезию, правильно? Да. Ну, такие интересные губы. Тут ты тоже только расправляешь складки, да? Натяжения особого не делаешь. Натяжение особо не делаю, потому что машинка, опять же, короткоход и достаточно жесткая, чтобы мне не рвать, не драть и не травмировать кожу лишний раз. Что вот сейчас достаточно у нас сухо, кожа спокойная. Ну, сейчас сделаю еще один проходик. Прям расправляю слизистую, забираюсь в сами губы, губки расслаблены. Всегда очень важно, чтобы губы были просто расслаблены. И я всем клиентам говорю, зубки вместе, губки вместе и просто расслаблены. Не напрягаем. Все, что мне надо, я сделаю сама и натяну, и подверну, и выкручу. Ну, это важно обсудить в начале, да, чтобы в процессе. Ну, когда я, да, замечаю, что она начинает мне пытаться помочь, я... А это делают все, да, открывают рот. Все. И самое интересное, я замечаю за там, начинающими мастерами, они стесняются это сказать клиенту, чтобы там, допустим, клиент, например, закрыл рот там, или еще что-то. И мучаются в работе. Им неудобно, они маются и не знают, как закрасить. Ничего, ложится хорошо. Хорошо, да. Они более концентрированы, да? Да, они прямо ярче заживают, они прямо быстрее ложатся. Такие более какие-то кроющие получились хорошие. Так, и на нижней, где я высмотрела, тоже гранулы я сейчас вот здесь подзакрашу. Ну и в принципе здесь пока все. Когда ты понимаешь, что первый этап у тебя вот завершен, что ты прокрасил? Ну, визуально смотрю, что вроде все так подвыровнялось. То есть я не увлекаюсь. Пластилиновый помадный не приветствуешь, да? Да, все, что нужно доделать, это мы доделаем на коррекции. Нужно оценить, как кожа себя ведет. Задача, чтобы губы почти однородными были, да? То есть ты как бы сравняла цвет губ Фордайса, гранулы, и теперь уже прокрасишь все плотненько. Да, теперь я буду работать основным цветом. Так, расскажи, пожалуйста, чего ты пыталась добиться, изменив вольтаж на блоке? Я немножко подняла вольтаж, чтобы были более частые пиксели, чтобы все-таки побольше закатать, положить пигмента. Ну и, соответственно, кожу повредить быстрее, да? И кожу повредить быстрее, чтобы более продуктивный был у меня вот этот проход. Но и на сильно большом вольтаже я на губах не работаю, потому что это как бы и отек все-таки. Больше шлепает машинка по губам. А когда сильно низкий вольтаж, то получаются большие, более жирные пиксели. То есть тут надо уловить золотую середину. Ты тоже не любишь, когда точки, между ними расстояние, вот это Да, вот да, ощущение точек именно. Да, это же. Но опять же, чтобы и точки избежать, поэтому и игла еще тоненькая.
То есть пусть они будут чаще, эти пиксели, маленькие-маленькие, но без вот этих клякс. Особенно, когда концентрированные пигменты. С вот этой иглой тоненькой получается такой прям вуальный, мягкий эффект. Слушай, а ты протираешь вот сухим диском, твоя задача просто, чтобы не размазался под пальцами пигмент, да? То есть Да, потому что я вот перехожу, да, на следующий блок, и пальцы я сюда уже поставлю. Тут такое ощущение, что ты уже помадно прокрасила. Просто он излишки стирает, но пигментом окрашены еще губы. Да, и я не тру специально вот сейчас сырым диском, не стирая пигмент, то есть пусть он туда проваливается еще насколько может. Вообще, чем меньше тереть, мне кажется, кожу мусолить, тем более комфортно и клиент себя будет чувствовать. Когда мы сильно много трем, мы раздражаем кожу, и в конце процедуры она уже такая уставшая, замыленная. Ну да, я тоже мастерам предлагала раньше. Просто взять диск и полчаса потереть губы или веки, и получится отек, даже без процедуры. Да. И прям вот из слизистой я иду и двигаюсь до контура. Моя задача закрасить все прям монолитом. То есть ты начинаешь снизу, идешь к контуру, да? Не, я иду вообще вот так. Вверх-вниз, вверх-вниз. Какие-то даешь, как сказать, советы своим студентам, которые выскакивают? То есть я замечала, что просто берут и выскакивают за контур, прокрашивают. Четко остановиться, начинать только от контура, например. Не пачкать. Вот ты даже вытираешь так, что у тебя четко видна вот эта линия на ней. Да, я вытираю, Эскиз ты не теряешь. понимаю, что здесь зона, которая мне важна, я должна ее визуально видеть, и я всегда от Меняешь направление, чтобы не Да. испортить эскиз. должна стирать. Чтобы не вылетать за контур, ну, во-первых, это надо просто практиковаться, штриховать долго. У меня даже для студентов есть упражнения. Они рисуют сначала контурную линию, они прям ее наловчились, когда на латексе. Потом они от этой линии делают как раз вот эту градиентную прям растушевку. То есть этот навык нужно приобрести, я считаю. Штрихи параллельно контуру всегда, да? Параллельно, да, но я не меняю их направление, там никакими ни елочками, ни зигзагами. Я меняю вольтаж в процессе. Но также поменяются аппараты, поэтому не будет вот этих наслоений пикселей. То есть рисунок, он у меня кладется постоянно, получается разный. Так, вот первый проход без анестезии. Ну вот даже сейчас с подложкой они так достаточно уже ровно визуально смотрятся. И сейчас я нанесу сюда сустаин. В работе я использую анестезию вторичь. Как бы можно вообще без анестезии пройтись, закрасить губы. Но анестезия мне как помощник. Она выбеливает кожу, и я вижу, особенно в конце, свои какие-то непрокрасы, где нужно положить еще пигмент. Особенно приконтурное пространство очень хорошо видно. Какие-то там недочеты. Но получается два варианта, когда видно вот эту линию контура. Если начали прокрашивать не прямо от нее, да, если пустое место есть, и если ее заглубили, она другого цвета получается. Да. Надо соблюдать нажим и начинать прокрас прямо от нее. Снова я клиента повернула чуть на себя. Мы идем из дальнего уголочка. И выходить я как буду? Таким прям веером. То есть не просто параллельные, а веерочек. Из уголка, из точки на расширение штриха, да, ты такой, да, получается, да. веером. Ага. Расправляю, подкручиваю кожу себе. Вот я вышла веером. У меня уже достаточная толщина губы пошла. И снова я просто закрашиваю блоками. Нахлёст у меня где-то 50%.
На предыдущий блок ты имеешь Да. в виду, да? Когда ты работаешь в самом уголке, у тебя штрих короче там, вот в уголке, прям в уголке, сложное место вот это. Ну, короче, где-то миллиметров 7, наверное. Аккуратней. То есть я концентрируюсь на том, чтобы здесь не вылезти из него. Кожу прям натягиваю на зубках. Ватные диски ты не вставляешь? Не вставляю. Мне просто вот опять же важно, чтобы у клиента были зубки вместе, сомкнуты. Иначе я потеряю натяжку. Ну и расслаблены губы. Так, у нас нижняя губа очень круглая. Ты как-то ее двигаешь, чтобы удобно было? Я ее Вот вот середина. всяко вот катаю. То есть ты себе создаешь площадочку ровную, да, такую? Да, я ее подворачиваю себе. Но сильно в слизистую сейчас на нижней я не залезаю, потому что слизистая все-таки такая зона, которая дает отек, если ее так сильно надраконить. Пока я немножко поверхностно по ней хожу, и закрашивать и дорабатывать я ее буду в конце. Там уже будет другое положение рук. Сейчас пока просто с красной каймой работаем. Кстати, верхняя стала у нас белеть. По-разному бывает, губы берут краску. Какие-то хорошо закрашиваются, бывает как резиновая кожа, что красишь и не понимаешь. Либо бывают губы, которые сразу дают отек и начинают вот это сукроиться. Течь всегда влажные в работе. То есть там тоже приходится повозиться подольше. Поднастроить вольтаж, машинку, иглу. Да. Теперь мы протираем и смотрим. Вот, в принципе, первый проход, и цвет уже визуально виден, понятен. Ты прошла всю губу и обезболиваешь теперь, да? Прошла, да, и наношу сустаин. Пока он действует, у нас работает, мы идем снова на верхнюю. На верхней сработала анестезия. Что ты видишь? Что тебе много работы предстоит? Ложиться хорошо, нехорошо? Ложится хорошо, мне все нравится. Форма видна, все, да, нормально. Снова веерочком я иду из уголочка. Так, на втором проходе ты плотнее кладешь, ножи. Я плотнее, я уже увереннее. Здесь у нас уже сработал анестетик. Клиенту не больно, не страшно. Ватный диск все такой же сухой, да? Сухой, да, я отгоняю пигмент, капли пигмента от себя. Ну вот смотри, ты положила блок, протерла сухим диском. Он не вытер, он как бы размазал. Ну, я излишки убрал. А как ты оцениваешь, а вдруг ты вообще все это время как бы особо не вносишь пигмент? А я чувствую вибрацию, что я работаю в коже, что я цепляю. То есть надо мастерам обращать вот именно внимание на ощущения в пальцах, да? То глазами Пальцы, да. ты оцениваешь, вроде ложится, но пальцами ты контролируешь нажим, глубину, да, вот это все. Я глазами, наверное, уже отслеживаю на сегодня, только чтобы не выйти из зоны, и все остальное это чувство пальцев. Так, и тут ты уже на слизистую заходишь на этом проходе, да? Залезаю все глубже, глубже подлезаю к ней. Ну, я почему спрашиваю, сколько проходов? Ну, потому что первый у тебя, получается, ты слизистую не трогаешь, а на втором ты уже все прокрашиваешь. И, может быть, там еще по мелочи будут какие-то доработки, но, по сути, 2 прохода получается, да? Нет, буду смотреть. Первый, он такой, второй, он будет плотнее, в разы плотнее, чем то, что есть сейчас. Как ты понимаешь, когда остановиться? Смотрю визуально. Пробелы. Мне не нужны пробелы между пикселями, прям такие явные, потому что мы же и помаду делаем. Я смотрю на возраст, на кожу, тонкая, не тонкая, плотная, не плотная, в каком она состоянии. Бывает прям хорошая, классная кожа, ухоженная, бывает сухая, с какой-то рубцовой тканью, с корками. Чем более пустая
там в плане коллагена, какой-то плотности кожи, тем меньше пигмента я в нее вложу и более аккуратно работаю. Потому что там большая вероятность, если увлечься, что будет пластилин, например. Или возраст. Возрастные губы, они же тоже лучше берут, ну, чаще пигмент. Они тонкие, там кожа как бумага, Пергамент, да. как пергамент. А когда, например, молодые, плотные, такие хорошие губы, то пигмента мы туда ложим больше, потому что они более упругие, и пигменту есть где в коже там еще пораспределиться. Так, при закрасе у меня сейчас еще, как я сказала, я увеличила вольтаж, а сами штрихи они стали чуть короче. Опять же, чтобы получить плотность. Чем короче штрих, тем, соответственно, более частые получаются пиксели. Моя задача сделать прям плотный, монолитный закрас за максимально меньшее количество проходов. Здесь я захожу в уголочек. Ну и снова сделаем тот же самый веерочек. Из угла я расправила кожу и пошла. Бывает еще у мастеров, опять же, плохо закрашиваются эти углы, и они начинают заглублять, сильнее давить, и потом смотришь, что прям такие засаженные кляксы, капли пигмента. Нет, если плохо красится, если идет плохая там подача пигмента, нужно просто менять и делать что-то с натяжкой, не с нажимом. Переставлять пальчики, крутить, вертеть, смотреть как. Иногда даже можно подставить либо ватный диск, либо прям вот подставить палец, мизинец. Уголок, когда у нас не красится уголочек губ, натяжка уже никак не помогает. Что мы делаем? Губы клиента расслаблены, зубки сомкнуты. Подставляем вот так пальчик, мизинчик и по вот этой натяжечке. Ну, сразу вывернулась часть, видно стало, да, которой не было видно. Красим, работа. А на нижней губе? На нижней вторую руку то же самое. Расслабляемся. И пошли красить. Ну, какая большая часть оголяется, пустая. То есть сразу все нам становится видно. Сильно не давим. Также следим за вибрацией. Вот, как-то так. Так, идем на нижнюю. Из уголка. Я его расправила. Веерочком я пошла. Смотри, я вижу, вот ты натянула, и там в середине такая получилась ямка как бы на губе. А я тоже ее буду вот так вертеть, крутить. Здесь слизистая, пока я ее сильно не забочусь. Я закрашивать ее буду немножко с другой постановкой рук позже. Сейчас проработаю всю красную кайму. То есть сейчас я крашу все, что мне удобно пока что. Слизистую залезаю, насколько, пока она идет. И здесь у меня начинаются уже такие корочки, да, сухость губ. Я просто влажным диском прохожусь, как бы смочила, они стали помягче, и тут же по ним пошла. То есть я не размачиваю их там вазелином, он не работает, он не помогает. Когда приходит клиент с сухими губами, особенно зимой, это постоянно, мне кажется, через одного клиента, мы используем, например, пока я работаю с верхней губой, там всякие маски для губ, пантенолы, вот такие вещи. Чтобы, помощь губе. да, чтобы ее напитать, размочить. Какие-то скрабы перед процедурой, ничего такого не Скрабы мы пробовали, мы использовали, но это не работает. То есть, да, ты ее содрал, эту корку, а под ней кожа, которая еще не готова жить самостоятельной жизнью.
Клиенту объясняем заранее, чтобы она ухаживала за губами, потому что если она приходит с корками, ну, 50%, даже 80%, что под ней не ляжет краска, как хотелось бы. Ну да. А если сильная асимметрия на губах, вот прям, в арках, например, ты все-таки вылезаешь на кожу? Я стараюсь чаще не вылезти, а работать в зоне губ. То есть вылезаем, когда, ну, совсем маленький свой объем губ, да, и как бы каждый миллиметр он на счету. Ну или максимум, да, вот полмиллиметра, миллиметра. А опять же, еще смотря какая арка, бывает настолько четкая, вот такая вылепленная она, сам контур, рельеф. Если она мягкая, размытая, то, ну, можно немножко подвигаться. Но опять же, смотрим еще на поры. Если это крупные поры, бывают такие прям огромные. Там же тоже будет все видно. Или если у нее свои губы очень пигментированы, ну, допустим, они темные, и я вылезаю за контур, мне же цвет тоже не сравнять. Ну, он будет всегда чуть-чуть отличаться. Даже не сразу, а через год. Сейчас я пробегусь по приконтурному пространству, прям доточу его. Все Ты проверю. имеешь в виду, что ты где-то видишь непрокрашенную кожу белую, да, где вот ты меняла форму? Ну, пока не вижу, но буду искать. То есть кожи быть не должно, учитывая, что где-то были пробелы ее, да, и это надо все выровнять, чтобы по заживлению контур он читался, он был виден. Ну, не контур, а форма, чтобы она не была какая-то рваная, драная. Да, ну вылет, конечно, микроскопический. Ну вот, кстати, смотрите, несмотря на то, что вылет вообще малюсенький, это короткоходный, прям супер короткоход, никаких висящих капель нету, ничего не течет, вот прям просто она на сухую работает и все. Это я поняла, тоже нужна сноровка, потому что нужно уметь держать руку всегда под углом 90. Потому что прикасаются, получается, с пластиком, да? Капля получается, что прикасается. Чувствовать рельеф. То есть я же рукой, я не только еще натягиваю, но я понимаю, что губа круглая, и я вот гуляю все равно. Меняешь угол по отношению к коже, чтобы было перпендикулярно на каждом участке, правильно? Да, и проблема всех этих капель, это когда касаются, не идут параллельно коже. Бывает, да, она вроде параллельно, потом хопа, засадила глубже, коснулась, у нее клякса. Она в панике, работа грязная. Она теряет эскиз, она теряет пигмент, теряет время, да. То есть эти все мелочи важны. То есть просто чувствовать объем, форму и подстраиваться под нее. Что вот где есть капли, это, ну, где-то сосудик, да, мы попали, и вот он подтек. Ну, опять же, тут уже анестезия, она отошла, и кожа достаточно тонкая. Слушай, знаешь, какой вопрос? Сустаин вообще замечен за тем, что он дубит кожу. Если вдруг такое случилось, и ты нанесла вторичную анестезию, чувствуешь, что вроде нажим правильный, а кожа такая плотная, твердая, что вот не проколоть, что ждать просто нажим? Честно, я такого не чувствую. У меня, может, бывало это в начале какой-то моей работы, раньше, когда я, может, морозила там по 500 раз за процедуру. 2-3 раза я наношу сустаин, все, и не наношу долго. Это, кстати, действие случается анестезии после того, как долго или много, или постоянно, после прям каждого там, не знаю, прохода клиент шевельнулся, мастер со страха нанес еще. Нет смысла много наносить анестезии, потому что она, да, действительно меняет вот это вот свойство кожи, она как будто выталкивает пигмент, как будто твердая становится. Меняет, да, когда долго, что там она уже как резиновая. И клиенту уже всегда больно. Это уже стадия, когда все, пора отпускать несчастного клиента домой. Или когда синеют губы в процессе. Это же тоже избыток анестезии и долгая работа.
Ну да, губы травмированные, получается, сосуды там порвались условно иглой, и тут же наносят анестезию, которая адреналин сужает резко сосуды, спазм сосудов, появился синяк. И синяки я видела часто, ну, в основном у студентов, потому что, во-первых, нестабильная работа, они там воткнулись, здесь поверхностно проскакали. А во-вторых, постоянно много наносится анестезии. Да, я тоже уже давно говорю, чем меньше анестезии, тем она эффективнее работает и удобнее мастеру. То есть я ее использую только для удобства. Ну вот сейчас на губах. Слушай, я вот вижу сейчас, что ты от контура прям аккуратно-аккуратно замедляешься, там даже какие-то более мелкие штрихи, а потом уже бесстрашно и размашисто туда к слизистой идешь, да? Да, чтобы мне не вылезти из-за контура. То есть вот это трепетное отношение к форме, к контуру, оно очень важно. Аккуратно попасть именно там, вот, где линия начинается, чтобы не было отрыва линии контура от основного прокраса губ. Не выскочить, чтобы... Ну, я, кстати, да, вот я замедляюсь к контуру, но если бы нажим, я снижаю, убираю нажим. Иначе я могу напятнить. Чем медленнее штрих, да, тем плотнее у меня вот эти... Чем больше краски в коже. Больше краски. Я это понимаю, я как бы скидываю руку, чтобы все-таки это все было. Я цепляю кожу, но уже не так интенсивно, чтобы не было эффекта вот этой съеденной помады по заживлению. Ну и получается, возле контура обычно лучше всего заживает цвет, да? Да. Короче, твоя тактика такая, чуть облегчить нажим у контура, но замедлиться и положить плотнее, аккуратнее. А к слизистой можно усилиться, потому что, во-первых, там съедают часто его, да, этот цвет. Да, у слизистой вообще можно смело махать, красить. Я, кстати, слизистую более основательно и плотно стараюсь закрашивать, потому что, ну, она съест ее все равно. 30% цвета она съест. И с этим ничего не сделать. Слушай, ну может быть это даже не то, что съест, а это просто мокрая часть, там более толстая вот эта, которую надо прокрасить, толщина, да? И все, получается, возле слизистой просто нужен более сильный нажим и плотный прокрас. Да, и кожа другая там. А особенно бывает, вот я замечала девочки, гиалуроновые губы, которые перекачанные, очень-очень вывернутые. И у них слизистая уже на воздухе, да? Да, слизистая наружу, которую они постоянно облизывают, которая постоянно у них сохнет. Такая обезвоженная кожа. И они всегда хотят ее, конечно же, закрасить. И это очень требует большого труда. То есть это надо тоже учитывать, если к вам приходит такой клиент. Сразу сказать ей, что здесь у вас слизистая, это немного другая кожа, да, нежели вот на красной кайме. И, возможно, потребуется там 1, может даже 2 коррекции. Магнумы на губы ты не пробовала? Пробовала. Как тебе понравилось? Мне понравилось, да, я хотела привезти, но почему-то не взяла. А у меня есть, если что, можем вторую пару губ взять. Вот тут на щеке. Так. Сейчас мы как раз вот покажем, пройдемся по вот этой слизистой. Подкрасим. Вот тут как раз вопрос подоспел. Нижняя всегда светлее, особенно к слизистой. То есть, во-первых, большая площадь, во-вторых, она вывернута. Смотрите, какая она круглая. Здесь даже нету отека на самом деле. Покажи и расскажи, пожалуйста, как ты вот работаешь середина губы и вот к слизистой, да, это интересно. Смотрите, опять же, клиенту говорим, зубки вместе, губы расслаблены. И как мы выкручиваем, то есть многие мастера, они просто вот так начинают, пытаются красить. Вот здесь вот неудобно подлезать. Нет, вот губа расслаблена у клиента. Вот ее вот так взяли и выкрутили. Вот. И все. Красим. Я крашу косыми. Ну, вот так вдоль как бы. Просто косыми штрихами. Когда она вот так вывернута, как глубоко ты прокрашиваешь? Чисто визуально оцениваешь? Глубоко туда в рот? Да. Да, визуально. Вот я ее, допустим, отпустила, смотрю, она закрылась, и закрас он должен уйти туда.
Ну, чтобы в улыбке не было пустых мест, да, Да. в разговоре. Сейчас я чуть-чуть ранее ее открою, потому что здесь у меня нет анестетика. И нанесу сустаин. Вот здесь у меня есть корочки, поэтому я периодически буду смачивать диском. Ну, не сильно влажным. Просто я увлажнила, пошла, и игла уже у меня легче заходит вот в эту сухость кожи. Быстрые у меня такие достаточно хлесткие движения. То есть здесь я уже особо не жалею. Вот эта кожа внутри, она более плотная. И безболезненная, на самом деле. Да, и чуть поглубже мы здесь должны положить пигмент. С таким фанатизмом, я бы сказала. Стоит проработать эту зону. Получается, ты ее не трогала вообще, а теперь в конце, то есть ты сейчас уже прокрасила, по сути, все, да, и в слизистую пошла. Да. И всегда я слежу еще за натяжкой, не перетягиваю кожу, чтобы не создавать вот этих вот параллельных складок. Параллельно сладок, ты имеешь в виду, когда параллельно контуру губы идет такая вмятина, да? Как бы. Ну да, вмятина, и вот сейчас, вот если я сильно перетягиваю, я вижу, что кожа, она такая, начала борить. Потому что в этих складках, опять же, будет игла, по ним скакать, спотыкаться. Ну, где-то она будет поверхностная, а где-то она будет слишком глубоко. Да. Ну вот уже даже видно разницу в покрасе. Но мне видно, да, что ты зашла уже хорошо так. Корочки где-то сейчас еще так основательно не закрашиваются. То есть я по ним хожу. Но так как кожа сейчас у нас будет ранена и какая-то все-таки влага, сукровица, она выходит, она мне как бы чуть подразмочит эти корочки. То есть я сейчас пойду второй раз, и мне будет уже намного комфортнее проходиться по коже. Такой тоже нюанс интересный. Ну и ты сейчас нанесешь анестезию еще. Да, чтобы увидеть. Но со стороны выглядит уже вообще там все, что норм. Но ты еще все-таки хочешь еще усилить цвет, да? Ну, здесь надо прям постараться. Тем более у нас по заживлению, я так предполагаю, не будет мягкий оттенок. Это можно схитрить на нюдовых губах. Ну, там не доработать. И по заживлению оно вроде такое опа и сливается, и клиент не понимает, и все хорошо. Здесь нет, здесь разница может быть визуально ощутимая. На губах ты коррекцию всегда делаешь или? Нет, не всегда. Мы смотрим. Чаще корректируем губы, которые все-таки обсыпала герпесом. Половина, наверное, случаев, когда клиента удовлетворяет оттенок. Мы корректируем тех, кто пришел там, на первоначальную процедуру и аккуратничают. Вот они такие боятся. Боятся мне не яркие, но все равно они 2-3 дня ходят с достаточно интенсивным оттенком. И они с ним походят, привыкнут вроде бы, приходят на коррекцию и говорят, вот сделайте мне как вот было у меня первые 2 дня. И мы просто усиливаем цвет. Вот ты подбирала сложный цвет. То есть ты брала отдельно цвет на гранулы Фордайса, отдельно цвет на основную часть и контур. Ты сейчас вот работаешь довольно, нормально, то, что ты ожидала? Или, может, Да. хочется ярче, или там оттенок, все нормально? Да. Фон выровнялся, он меня сейчас вообще не отвлекает. Слушай, а если перед тобой какие-то пятнистые губы, вот знаешь, бывает либо выбитый пигмент и какая-то холодная, яркая своя часть, либо какие-то шрамы. То есть ты сначала добиваешься однородности, подбирая цвет, а потом перекрываешь все в общем. Я выравниваю фон. Бывает, приходят губы и холодные, например, губы, и они такие, как в обводке. Да. Ну, контур такой коричневый бывает. Или если возрастные губы, такой синий прям контур. И работаю корректором сначала.
То есть именно вот по этой визуальной я смотрю, именно по зоне, которая мне не нравится, или хочется высветлить ее как-то, затеплить. Я прохожусь откровенно корректором. Ну вот я тут согласна тоже. То есть взять и просто попытаться перекрыть какой-то негативный цвет, ну, всегда будет отличаться все равно, когда ты по светлому или по темному работал, хоть и плотно прокрасил, либо продержится какое-то время, да, там пару месяцев, потом начнет проявляться этот цвет снизу, проявляться. Поэтому я тоже за корректор, если менять. А с откровенно чернокожими ты работала? Нет, Вот с такими? не было. Ну, были темные губы, бывают там, ну, вот южные девочки, они с такими прям темными приходят. А именно чернокожие нет. А что ты называешь корректором? Это прям корректор, вот наш лосось, или ты просто иногда меняешь какие-то оттенки, вот как сегодня? Нет, бывает, если пигментация не такая выраженная, сильно не смущает, да, я просто пигментом это делаю. Я даже за корректоры бывает беру вот тот же 201, например. Он и с белилами, и такой тепловатенький. Короче, смотря какая задача, да, если это прям какие-то пигментация и пятна, то тогда можно корректор. А если как сегодня надо закрасить белое, то какой смысл? То тут мы называем, по сути, корректором просто цвет, который подобрали под цвет губ, да? Когда вообще приходит и смотришь, что ну, такая сложная задача, я могу пройтись корректором и отправить ее там на 3-4 недели погулять, посмотреть, как оно вообще, насколько оно выровняется. Не делать сразу вот эту сборную солянку из цветов. Ну, вот ты знаешь же, какие бывают проблемы. Как, я что, я давайте посмотрела. сразу, мне надо, вот я вообще уезжаю, сразу вот начинается. Да. И мастера, знаете, вот у нас сегодня опытный мастер, и я люблю, когда опытный, уверенный в себе мастер просто берет и отказывает, или берет и говорит, я знаю, как правильно, да, то есть ты же об этом говоришь, то есть Да. надо вот так сделать, то есть это будет самый правильный вариант в вашем случае. Отказываю я достаточно часто. Ага. Всех денег не заработаешь, да? Ну, это того не стоит. Ну, ей наделаешь, что она хочет, и она будет ходить потом позорить. Это же такая реклама. Ну, к этому приходят мастера с опытом. Вначале многие, наверное, и ты тоже, да? Ну, я ведутся на поводу пыталась, да. клиентов, Думаю, ну раз она просит, а как я ей скажу нет, а она обидится, там еще что. Ну, много же этих предрассудков-то поначалу. А сейчас даже понимаю, что я не хочу даже это делать. Просто время свое тратить. Расскажи про уход. Какие-то есть у тебя фишечки или все стандартно? Уход они там протирают хлоргексидином или мирамистином, если дома, да, если она на работе или где-то. Мы говорим, чтобы и мыли водичкой там с мылом губы. А есть прям какие-то рекомендации? Там 5 раз в день помыть, протереть, нанести? Нет, вот я им даю крем, вот этот вазелин. И как она чувствует, что ей хочется его нанести снова, новый, например, или она поела, да, либо после еды, либо она чувствует, хочется новый. То есть перед новой дозой протереть, да, очистить губы максимально. И потом наносить, чтобы не запечатывать бактерии, пыль какую-то ненужную на зоне. Ну и ацикловир и подобные вещи. Заранее я не говорю им, чтобы они пили. Но у них же нет накопительного эффекта. Да, и это нет смысла вообще. Но они все равно это усердно делают. Интернет творит чудеса. Блин, ну в интернете же как раз и написано, что нет накопительного эффекта, нет смысла его пить. Только если Да, герпес пришел, только в этом случае, и то по назначению врача, как конкретный препарат, дозировка, не пропуская ни часа вообще, потому что герпес такая штука, пропустил срок, когда надо выпить таблетку, и все, и он уже вылез. Когда они открывают в интернете там по запросу татуаж губ, Там много рекомендаций. там же вообще все, они думают, что кровь. Вот работаешь с клиентом, стираешь пигмент, а она говорит, так много крови, да вы мне всю кровь стираете. Я истекаю кровью, да? Да, они думают, что это все кровь.
Или они думают, что у них корка, ботка роста, там 3 недели. Отпуск надо брать на момент заживления. Много страхов у людей накопилось. Пока мы учились это все делать, мы успели их напугать. Так, ты планировала поменять машинку, передумала. Все про Не, я красивое ты, да? поставлю вот в ту троечку, ну, чтобы показать людям. А какая цель? Что ты имеешь в виду? Шлифовать? Еще более плотный, да, прокрас. Она же не положит так прям глубоко и основательно. На короткоходе ты не работаешь пучками, да? Иначе он зальет. Ну, на короткоходе, да, все зальет. Потому что здесь очень короткий ход. Я возьму гибрид и им закрашу. И ты просто равномерно по всей площади пройдешь, да? Да, но это даже, чтобы еще и на фотке красивее, чтобы сфоткать. А что даст это на фото? Ну, вот эту плотность, бархатистость губам. А как же помазать сверху пигментом? Ну, это Я слышала, так делают перед фото. Конечно, можно вообще изначально было так сделать. Накрасить губы и сфоткать, сказать до-после, да? С гелем. Да, у нас. Я боюсь, будут его для этого использовать, кстати. Не чистоплотные мастера для фотографий. Я видела, свежие работы выставляют и пишут, что заживший результат. Клиент дурачок, да? Просто. Здесь тоже где-то корочка, прям мне не нравится. Когда корочки, мы прям по ним топчемся, вот по тем, которые не хотят нам поддаваться. Ну а когда топчешься, ты, получается, на нормальные места кладешь больше пигментов. А я прям по корочке, я вот Локально прям глазами прям, да, смотрю. Я там могу и круг дышами походить. Ну вот просто ее подразбить. Постараться. Она бывает как отшелушивается, такой эффект пилинга иглой. Ты замечала, что губы кровят от чего-то? Или это просто вот особенность клиента? Потому что я смотрю, сегодня ты работаешь, но на сухую. Вообще ни крови, ни сукровицы, ничего нет. Ну где-то там чуть-чуть выступает. Но там, где корочка чисто в середине, да, это я не считаю. Бывает кровят, но я думаю, что это какая-то... Когда тонкая совсем кожа, они кровят. Когда обезвоженная кожа, они бывают кровят. А в остальных случаях я думаю, что это у нее что-то там на сегодня, например, с организмом. Или, может, вчера был алкоголь, или у нее там эти дни. То есть в основном ты работаешь все-таки на сухую, если что-то кровит, то это вот конкретные особенности клиента. Крови быть не должно ни на какой зоне вообще, да, тут я согласна. Где-то единично сосуд и все. Все, я сейчас буду менять машинку и надо долить краску. Ты сейчас поменяла аппарат и иглу, да? Расскажи, почему и зачем. Игла у меня сейчас 0,25, пучок лайнер. Я просто быстренько шлифану все губы, чтобы закрасить вообще все пробелы. Просто равномерно проходишь. Быстро, равномерно, да. Сейчас прибавим. Машинку ты поменяла, потому что на короткоходе работать тройкой не получится. Некомфортно тут было все в пигменте. Как бы можно, да, красить в луже, но тоже не очень люблю. Быстрыми движениями я прям вот выскоблю сейчас все губы. Здесь опять же пластилина не будет, я все равно не захожу в кожу. То есть мы можем работать, вообще войти в кожу, да, и там вот красить, не выходя. Здесь нет, здесь я теми же движениями, все-таки поверхностными, параллельными закрашиваю. Игла тонкая, 25. выглядит как бы единичка. входит она в кожу, да. А особых ощущений изменения нажима, вибрации тут нету, да? Немножко другая вибрация, но нажим я делаю все-таки тот же. Если бы это была какая-нибудь 0,30, может, игла, может, я бы поднадавила на нее. Но здесь нет. И кожа у меня обычная.
Кожей ты довольна сегодня, да? Да, она не плотная, не тонкая. Статистическая кожа. Вот, кстати, еще вытираю пигмент постоянно, чтобы не затекало в рот, да, туда, на зубы. Не кормить. И по слизистой можно походить также. Когда большие губы приходят, там, те же гиалуроновые, и ты понимаешь, что единица, и их ковырять, это ну, просто безумие. Что ты тогда делаешь? Пучки, тройка, пятерка или магнум. А почему тогда на всех губах не работать магнумом, чтобы так фыть и готово? Ну, единица, она же тоже красивый дает рисунок. Мне кажется, самая красивая все равно единица. Самое четкое, да, такое изящное. Мгм. А я замечала, что губы, в которые накачана гиалуронка, они отек дают больший. Да, дают больше, бывает, разносит просто и до какой-то даже безобразной формы. То есть где геля больше, туда больше притянуло. Особенно клиент, когда лежит, ну, он всегда в полоборота же на меня в основном. И тяну я на себя, себе к лицу. И губы на бок. Этот отек. Ну, клиент тоже, он часто пугается, что ой, а почему они такие? А мы, что мы делаем, чтобы, допустим, отпустить ее домой? Раньше, если, ну как, недавно в масках было очень классно всем уходить. А на сегодня, ну и раньше до этого, мы даем ей, она одевает перчатку, мы даем ей в руки вазелин или мазь гидрокортизон. Он же тоже нормально так воду отгоняет. И она просто мне вот их массирует минут 5-10. И уходит отек? Уходит отек. Они сначала деревянные губы, потом они становятся мягкие. То есть как они на ощупь стали мягкие, так, ну все, процесс пошел. Лимфа начинает отходить. И да, 10 минут, все, они... Половина отека точно выйдет. То есть разогнать. Его еще, я так понимаю, держит анестезия. Как она перестает работать, разбегается больше. Прикольно, это я никогда такого не слышала и не делала. Мы обычно холод прикладываем, но холод есть вариант, что он же тоже спазмирует наоборот, да? И это мертвому примочка на губах во всяком случае. Мы массируем, и вот как раз там прошло, например, 10 минут, и пигмент он визуально попроявился, анестетик ушел, и можно фоткать прям красивые, сочные губы. Двигаюсь я туда-сюда, прям как... Здесь у тебя другое движение, туда-сюда. Там ты на себя в основном, да? На себя только контур, а так я на сегодня закрашиваю в обе стороны, ну, чтобы не терять время. Бывает мастер поначалу, ну, у меня тоже раньше было, я красила только на себя и растушевку, и все-все-все. Потому что, видимо, штрих туда-обратно, может, я как-то не могла одинаково контролировать, не знаю. Или тараканы в голове какие-то были. Сейчас нет, туда-сюда, все везде. Стабильность пришла. Да, цель главное же закрасить, и все. За короткое время. А зачем мне этот мах вести в воздухе, если он может быть в коже уже? У тебя есть какие-то фишечки в фотографировании или обработке? Покажешь потом? Фотографирование, да, я фоткаю, мне нравится через лупу. Слушай, ну а сегодня у нас съемка всегда растягивает процесс. А сколько по времени вот на таких губах ты работаешь? У меня отведено в программе на клиента на губы 2,5 часа. Но часто это 1,5 или 2 часа. Почему 2,5? Это на случай, если придут там какие-то либо гигантские, да, либо пухлые, ну, с какой-нибудь красивой, шикарной формой. И я захочу их сфоткать. Понятно, я там буду. Ты даешь время на то, чтобы они пришли в себя? Да. Я подготовлю к фотографии еще. То есть я обрабатываю кожу вокруг, закрашиваю прыщи и все-все-все, да. Чтобы была красивая фотография, на это, ну, уже минут там 10-15 уходит. Пока фоткаешь во всех
позах, ракурсах. Но я считаю, что это важный момент. То есть лучше вот так подготовить, чем потом фотошопить, менять цвет, вот это вот, чтобы было, когда видно эту обработку. Да, хотя бы есть возможность снять видео, не то что снять, а его выложить. И да, и для мастеров, которые плачут, где клиенты, если у вас плохое портфолио, оно неэффектное, даже я вижу иногда хорошие работы, я понимаю как мастер, что они неплохие, а фото некрасивые. Потому что, да, бывают губы красивые, классные, а кожа вокруг не блещет, например. Мы ее просто подготовим. Тем же, кстати, консилером. Самое интересное, что на iPhone, когда вот с консилером фоткаешь, не видно вообще, что он есть. Ну, он его как-то выравнивает с кожей абсолютно. Да, Ты с айфоном? да. У меня было ощущение всегда, что Samsung, у меня был то Samsung, то iPhone, как бы загрубляет какие-то детали, то есть поры становятся ярче видны, какие-то контрастные вещи. А iPhone, да, портреты хорошие делает. Вольтаж у меня сейчас выше, от 6. Просто поверхностно я. Но получается, у нас же точка увеличилась, это чтобы они сливались там максимально между собой, да? Точка увеличилась, я имею в виду, что теперь это пучок, он все равно оставляет след больше. Чаще, больше. Да, размер точки больше, значит, надо чаще, чтобы они ложились, иначе будет ощущение прямо точек на коже. И рукой я более интенсивно, более резко иду. Быстрее штрих, мах. Так, я дала вам послушать звук. Чудесно. Да, чудесный, потому что он действительно изменился. И единичка не было звука практически совсем, а здесь слышны вот эти вот прямо чирки. Ну, потому что игла изменилась, машинка изменилась. А что, хороший аппарат какой-то, такой тихий. Чем он тебе не нравится? Не, мне нравится. Толстый, да, у меня не все его могут держать, девочки. Ну и сейчас мы подготовим к фотографии нашу модельку. То есть мы снова тем же самым консилером, да, ну хотя цвета можно менять, может это будет тональный какой-то крем. Закрашиваем все несовершенства кожи, особенно после работы. Бывает такая кожа, начинает краснеть, да, вокруг, если это сосудистая или там купероз. Начинается вокруг краснота, мы делаем фотографию работы, и форма не так читается, особенно если цвет не достаточно интенсивный. Поэтому я не дотрагиваюсь, да, до рабочей зоны. Просто я рядышком. Но ты уже не так ярко, да, наносишь? То есть чуть высветлить и все, задача? Да, я его размажу. Сниму излишки. То есть если какие-то прыщички, там еще что-то есть. Все это мы закрываем. То есть принцип тот же самый. Просто, да, главное не заходить на зону, с которой мы работали, не касаться травмированной области, иначе кисточка ваша будет одноразовой, да. То есть это нужно понимать. То есть мы создаем контраст, что-то затемнить. Сам себе художник? Да. Изменить оттенки. Здесь нет, он перестает воспринимать кожу, какие-то там ее изъяны. И цвет самих губ, он получается более реалистичный. Ну, у тебя и так идеальная прям линия. Я бы вообще не трогала. Красиво и так получилось. И форма прям классная. Показать как метод Как ты для это мастеров, делаешь, да. Потому что, да, особенно вот здесь вот эта краснота бывает. Ну, вот тут кожа такая, что все нормально, ничего не покраснело даже.
Растягиваем все. Ну и важно, чтобы четенько здесь все было. Ну и со второй губой то же самое. Поставила, отвела. И сейчас я просто беру ватную палку, Растягиваешь? растягиваю, да, излишки снимаю. И еще очень... Так, сейчас арочку поправлю. Слушай, ну ты же можешь так и форму создать, сделать вид, что там есть что-то, когда там чего-то нету. Ну, теоретически. Я-то видела твою работу сейчас, я имею в виду, мастера по любасу прям рисуют. Рисуют, и я помню, я этот способ показала, ну, девчонкам, работающим мастерам. И мне одна говорит: ой, как классно, почему я не знала раньше? Я теперь буду закрашивать все свои косяки. Но это у кого насколько хватает, да, совести? Да. Так, сухим. Я вот здесь тоже пробегаюсь по контуру. Просто даже с волосков снимаю консилер. Излишки для более такого натурального, спокойного эффекта. То есть я сейчас хотела добиться контраста кожи. Она все равно такая достаточно пигментированная. Будет легче, ну, выкладывать ее. Мне не надо вот красноту убирать. А если усы? С усами вообще дело плохо. Усы не выдергиваешь, не удаляешь? Да, бывает, выдергиваю, когда, ну, уже совсем. Не знаю, не должна женщина с усами ходить. Это и не женский аксессуар. Так, ну и все, и можно, в принципе, смело фоткать. И еще все ненужные цвета я люблю вокруг убрать. Обычно у меня черная кушетка, ну, черный чехол, и мы сюда накладываем черную салфетку. Черной нет. Вот, ну, это вообще, в принципе, потому что чем меньше вокруг цветов, Ну да, да, тем есть меньше. цвета усиливающие. Я знаю, да, это было бы, кстати, хорошая идея. И на черном фоне мне нравится больше фоткать, они более контрастные, более насыщенные, чем белый фон. Так, фото. Ну, фоткаем мы вот через лупу. Ой, вообще супер. Просто разные фотки. Миллион разных фотографий. Правильно смотреть, да, что получается вообще в кадре. Бывает, с одной стороны вроде красиво смотрится, с другой нет. Выбирать. Да, допустим, сверху, если то верхняя губа маленькая, то ты по центру просто держишь, да, в общем? По центру, да, сфотка. До-после очень классно вот такие фото выставлять. И мне очень нравится, ну, бывает же легкий отек, да, который как-то коверкает губы. Бывает верхняя отекает, если она с гиалуроном, такая прям, как у Симпсона. Что мы делаем, как мы, ну, прячем этот момент. Я просто прошу клиента, вот расслабьте губки. Мы чуть-чуть вот так, подрасслабьте, расслабьте, приоткройте, приоткрываем. Ты оттягиваешь нижнюю? Да, я ее оттянула. И немножко как бы сверху я ее фоткаю. Мне нижняя показалась, она объем свой приобрела, а верхняя она как бы скрылась. Я поняла, это если верхняя большая, то Если ты их верхняя уравновесила, да? да? И очень прикольно получается еще, когда видно зубки, так же. Зубки, вот эта дополнительная тень, ну, в складочке, они такие прям еще более живые, более контрастные получаются.
Ну, у меня много таких фоток, не знаю, мне Слушай, такой ну вот- ракурс нравится. А вот так можно оттянуть нижнюю губу, только если ты вот так, как сейчас хорошо прокрасила слизистую. А я это показываю мастерам Да. другим. То есть я тут и клиенту сделала, ну, соблазнила, и других мастеров раздражала. Ну, раньше, да, когда мы не красили слизистую, так нельзя было делать. Да, там сразу съеденная. Короче, у тебя, судя по всему, очень переполнено хранилище в айфоне. Да. Ты чистишь, потом убираешь лишь? Да я убираю, потому что бывает, потом смотришь там, или фокус как-то не так. Лучше удалить, чем жалеть, что у меня там нет Что фотки не знаю. красивой. Ну, в принципе, вот сейчас, я думаю, много красивых фотографий получилось. Ну да, он хорошо сравнял. Ну и вот оно все. Я в телефоне часто ищу косяки. Сейчас найдем косяк еще на час вас. Некрасиво все. Контур. Всё есть. Ну все, мы не будем вас больше мучить. Мы закончили нашу процедуру татуажа губ. Это был действительно сложный случай, потому что гранулы Фордайса такие яркие, плюс нужно было все прокрасить, сравнять. Катя справилась на ура, отлично все. Напоминаю вам, что ее инстаграм будет в описании к этому видео. Кроме того, что она наш амбассадор, она еще и обучающий мастер. Обучаться у нее можно как онлайн, так и очно, поэтому пишите, не стесняйтесь. И если были какие-то у вас вопросы, которые мы не раскрыли, пишите их в комментариях. На досуге залезешь, проверишь, ответишь. Всё. Всем спасибо за просмотр, всем пока.